А я вышел на пробежку сегодня с утра на берегу Тихого океана. Время 8:30. И отличное место, чтобы пробежаться. Не так ли? Я нахожусь в городе, даже в селе Бара-де-Потаси. Это недалеко от Сихуатанеху. Здесь длинные песчаные пляжи, волны, солнце, пальмы и, в принципе, все, что нужно для хорошего отдыха. Водичка в океане вообще теплющая. Еще солнышко припекает. Но сегодня не очень жарко, сегодня градусов 28. Может быть, к обеду будет потеплее. Потому что вчера был тоже не очень холодно, 26. А вот позавчера было очень жарко. Поэтому сегодня такой мягкий, приятный день. Тем более утром все время не так жарко. Все зависит от солнца. Где солнце, там и жара. Солнца пока нет, поэтому и жары нет. А я, наверное, сейчас немножко искупаюсь и побегу обратно. Зайду в какую-нибудь кафешку, что-нибудь куплю вкусненького. Я зашел в какое-то кафе прямо здесь, на берегу. Мне уже принесли кофе. Очень вкусный кофе. Я много где пробовал здесь в Мексике. Это прям обычный черный кофе. Вообще здесь, в Гватемале кофейные плантации, я думаю, они должны как-то кооперировать, чтобы привозить сюда, в Мексику, классный кофе. Кафе выглядит примерно вот так. Здесь барный столик, можно за столиками сидеть, но я, конечно же, выбрал кресло в первом ряду океана. Волны набирают обороты, сегодня не такие сильные, когда я только сюда приехал, было намного сильнее. Я даже успел посерфить, но в воде мне снимать нечем, поэтому без видеоматериала, но это классно и очень тяжело. Урок стоил здесь 400 песо, урок и плюс прокат доски на полдня. 200 урок, 200 доска. Но это была скидка для меня, потому что я волонтер у самой доброй здесь женщины, которую все знают и все уважают, поэтому мне сделали скидку. Обычно всем американцам стоит где-то 700 песо, поэтому имейте в виду. Кстати, как я попал на эту программу, я рассказывал в видео по подсказке. Переходите и посмотрите, как поехать по программе Workaway куда-нибудь путешествовать.
День обещает быть жарким. И сезон дождей начинает стихать потихонечку. Еще, наверное, недели 2 будет что-то типа дождя, потом меньше. Завтра я уже отправляюсь в путь в свое велопутешествие. Тоже смотрите все мои путешествия на велосипеде по Мексике, по подсказке. Как я доехал от Канкуна до Тихого океана. Почти от Карибского моря, точнее от Карибского моря, почти от Кубы до Чили. Заказал себе еще омлет. Цены, конечно, здесь дороговаты, но в некоторых местах тоже можно попросить скидку от Дони Лаура, потому что ее все знают и все уважают. Походу мои яйца там горят, все в дыму. Так, и что мне принесли на завтрак? 2 яйца. Здесь такие теплые тортильи, разогретые. И фасоль. И соус пикантный. Все это на берегу океана. Еще кофе немножко осталось, поэтому супер. Сейчас перекусим и пойдем в отель. Покажу, чем я там занимаюсь. Добро пожаловать в мой номер, в мою холостяцкую хату. У меня здесь немножко разбросаны вещи, потому что идет приготовление к завтрашнему отъезду. Все на полу, все валяется. Такая шикарная кровать. Кстати, живу я тут бесплатно. А если хотите узнать как... то посмотрите видео про мой workaway. А сейчас немножко пообедаем. Я вышел из своего отеля. Сейчас пойду куплю себе что-нибудь к обеду. Чечевицу я уже с фасолью приготовил. Стандартно мексиканская еда. И мне нужен хлеб. И еще завтра я отправляюсь в город Акапулько на велосипеде. Смотрите видео про мои велопутешествия. И мне нужно что-нибудь еще купить в дорогу. Пока магазин вот так выглядит. На улице очень жарко. Наверное, градусов 45. На солнце. Так, молоко у меня есть. Короче, ничего здесь не взял, потому что хлеба нет, а шел за хлебом. Хотел что-то еще у них взять. Пойдем сейчас в другой магазин. Благо деревушка маленькая, и тут все очень рядом находится. Ой, как жарко-то. Хоть куда-нибудь сюда в тенечек. Так, еды я много с собой не набираю. То все время она у меня остается. И все тяжелое можно купить потом с собой в процессе. ¿Puedes bolsa? Ok, ¿como para cuántos? Para uno, para dos, gracias. Para 4. Красиво. Так, и вот таких булочек сейчас наберем.
молочку. Хлеб вот такой вот. Да, вроде большой. Стоит 140, наверное, рублей. Нарезанный. Дороговато. Но без хлеба никуда. За эти деньги можно купить 2 килограмма риса здесь. И булочки вот такие. 4 булочки стоят где-то рублей 80 по 20 рублей. Ну, может, чуть подешевле. Но неплохо. На самом деле. У нас... А? No? No? Have you ever tried? Of course. Have you ever tried coconut? Yo no quiero. No? Have you tasted before? ¿Ah? Have you tasted? Of course. Yo viajo con esa bicicleta con Cancún para aquí. Ah! Y taste mucho coco. Oh, okay, I like it. Where are you from? De Rusia. Russia? Sí. Ay, ay, ay. Ajá. Ay, ay, ay. А мы тут кокосы срубаем. Потому что они уже созрели и могут кому-нибудь на голову упасть. Да, если такая штука бахнется, не поздоровится. А я сейчас нахожусь в отеле. Очень классный, ламповый, атмосферный. Тут такие огоньки, фонтанчики. Здесь вот я лежу, и мое дело ждать, когда кто-нибудь придет, и позвать сеньору, чтобы она ответила на все их вопросы. Вот. Здесь такая классная кухня. Ну еще мне нужно выключать свет, тушить свечи, а также включать свет и зажигать свечи, убирать подушки, которых уже сейчас мы не выкладываем, потому что дожди каждую ночь идут. И днем, с утра могут пойти дожди, в общем. Не выкладываем. Здесь еще много книг. Там, кстати, туалет, я чинил его, потому что он что-то тек. Но я пару легких движений починил его. И здесь тоже книги и гитара, в которой я очень соскучился, потому что давно не играл. А сейчас каждый вечер лежу вот на этом прекрасном диване, слушаю звук фонтана, смотрю на пальмы и играю на гитаре, вспоминаю былую молодость, песни и все такое. Еще одна моя работа, это было вот здесь сетка. Это, кстати, сетка для того, чтобы летучие мыши сюда не залетали. Сначала я тоже думал, что летучие мыши, но когда я увидел вот здесь вот летающих мышей, потому что там нет сетки, они вот сюда вот тут залетали и пытаются сделать себе гнезда. Вот, и я, в общем, вешал сетку, но это самое легкое место. Так. Здесь наверху 3 комнаты. Вот так это выглядит. Отель на берегу Тихого океана. Ну, конечно, у нас не первая линия, но все равно. Здесь я тоже вешал сетку. Здесь везде все открытые места должны быть закрыты. Там вот сверху вешал. Ну, и в принципе... И все, что я тут делал. Ну и как ресепшн. Иногда это кажется, вот так просто лежишь на ресепшене, ничего не делаешь. Да, так и есть. Свет включил. Но попробуй быть в одном месте, никуда не отходить и все такое. Ну, я, конечно, монтирую видео и все такое. В общем, не просиживаю просто так. А так здесь круто. И еще в каждой комнате есть плита, на которой я готовлю себе еду, которую покупаю здесь в магазине дешево. Не считая этот хлеб, вся другая нормальная мексиканская еда, которую едят мексиканцы. Вот она дешевая и доступная. Ее можно вообще есть без проблем и покупать. Ну, конечно, она мне не очень нравится, поэтому я как истинный европеец ем европейскую еду. Точнее, стараюсь готовить для себя европейскую еду. Так, а сейчас мне, кстати, предложили кокос, но я сказал, что
что я уже в Канкуне наелся кокосов этих на мексиканском побережье, поэтому кокосы меня обижают. Я лучше пойду водички из кулера попью. Еще у меня там молочко есть.